Как клеить обои правильно, чтобы долго радоваться результату? Говорят, кто не служил в армии, тот не знает жизни. А в нашем случае, кто ни разу не делал ремонт и не клеил обои в своей квартире, тот не готов к самостоятельной жизни. Вообще по поводу ремонта есть много шуток, но вернемся к серьезным вещам. Из сегодняшнего обзора вы узнаете, как поклеить обои правильно, что для этого нужно и некоторые тонкости этого, казалось бы, нехитрого процесса. Что нужно для поклейки обоев? Прежде чем клеить новые обои, придется выполнить некоторые подготовительные работы. В первую очередь необходимо подготовить стены, удалить старые полотна, краску, выровнять и прогрунтовать поверхность. Но самое главное – купить достаточное количество обоев и определиться с их видом. При покупке обоев нужно учитывать три основных фактора, а именно габариты и форму помещения, параметры обойных полотен. В основном ширина полосы обоев составляет 530 и 1060 мм, а длина 10 метров плюс-минус 50 мм. У некоторых производителей полотна могут отличаться по размерам, поэтому, отправляясь в магазин, стоит взять с собой калькулятор, чтобы при необходимости сделать окончательный подсчет нужного количества рулонов. Размер и сложность рисунка, поскольку обойные полотна с крупным или сложным узором нуждаются в тщательной подгонке, то расход этого вида отделочных материалов значительно возрастает. Так, например, если одного стандартного рулона с рисунком, не нуждающимся в точной состыковке, получается 3-4 рулона, но при подборе узора выйдет 2-3 полотна, и то в зависимости от высоты потолков. Прежде чем подсчитывать нужное количество рулонов, необходимо измерить помещение с учетом выступов, ниш, дверных и оконных проемов, арок и так далее. После того, как куплены обои, можно приступать к подгонке стен. Для начала потребуется скребок, паяльная лампа, пульверизатор с водой или специальная смывка для удаления старого декоративного покрытия. Также нужно приготовить следующие инструменты: емкость для приготовления клея и выравнивающего раствора при необходимости, шпателя, электродрель с венчиком, метловка или кисть для нанесения грунтовки и клея, рулетка, канцелярский нож, деревянная рейка или металлическая метровая линейка. Подготовительные работы перед наклейкой обоев на стену своими руками. При поклейке обоев рано или поздно придется столкнуться с электрикой, розетками и выключателями, поэтому перед тем, как приступать к отделке комнаты, нужно ее полностью обесточить, так как клей, вода или грунтовка может вызвать короткое замыкание. Необходимо снять защитную облицовку и заизолировать провода, а на время работ воспользоваться переносным освещением. Удаление старого покрытия перед тем, как правильно поклеить обои. Перед непосредственной оклейкой стен обоями необходимо освободить поверхность от старой отделки, а также снять плинтуса, наличники и облицовочные панели, розеток и выключателей. В случае, если стены декорированы обоями, то их можно удалять двумя способами. Обычная вода. Старые обои, как правило, бумажные, обильно смачиваются теплой жидкостью из пульверизатора и после разбухания удаляются при помощи малярного шпателя. С виниловыми и флизелиновыми полотнами могут возникнуть сложности, поэтому нужно процарапать декоративный слой, после этого смачивать их водой и потом снимать со стены. Химия. Существуют специальные средства для снятия обоев, такие как клео, метилан, старатель и тому подобное. Способы их использования указаны в инструкции на упаковке. Средства для удаления старых обоев позволят значительно сэкономить силы при выполнении подготовительных работ. В случае необходимости удаления старой краски или побелки задача усложняется. Побелку потребуется хорошо смочить водой и снять ее шпателем или щеткой по металлу. Масляная краска удаляется сложнее, но все же есть несколько способов облегчить работу. Можно воспользоваться дедовским способом и обработать стену паяльной лампой или строительным феном. Краска вздуется, и тогда ее можно соскрести шпателем. Также старое покрытие удаляют с помощью щетки по металлу, скребка или турбинки со специальной насадкой. Существует еще один способ удаления старой отделки – химия. Для снятия краски можно использовать те же средства СПАВ, что и для обоев. Под воздействием поверхностно-активных веществ краска становится рыхлой и легко снимается шпателем. В случае применения химии необходимо обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты – респиратор, перчатки и защитные очки. Выравнивание стен перед поклейкой обоев.
После того, как удалена старая отделка, нужно выровнять стены и исправить имеющиеся недостатки, ямки, царапины, трещины и так далее. А различные дефекты от снятия старых обоев или краски обязательно будут. Незначительные огрехи можно исправить финишной, гипсовой или акриловой шпатлевкой. Существенные недостатки, впадины или бугры исправляют при помощи штукатурки или сбивают зубилом или перфоратором, в зависимости от недостатка. Заделка недочетов завершается шлифованием стены и очисткой ее от пыли и грязи при помощи щетки, веника или ветоши. Грунтование поверхности. Завершающим этапом подготовки стен перед оклейкой обоев является грунтование. Эта процедура позволяет добиться качественного сцепления между основой и обоями. Для обработки поверхности можно использовать обойный клей или акриловую грунтовку. Независимо от выбранного состава, его наносят на стену валиком, щеткой или кистью. Грунтование лучше всего выполнить незадолго до проведения отделочных работ, чтобы на обрабатываемую поверхность не осела пыль, способная ухудшить сцепление способность. Как правильно наклеить обои? Основные приемы. Поклеить в квартире обои несложно и по силам каждому человеку, особенно если придерживаться некоторых правил. Техника работы зависит от типа отделочного материала и используемого клея. Чтобы обеспечить себе задачу, нужно следовать инструкции на упаковках и специальным пиктограммам. Рассмотрим основные приемы использования при поклейке обоев в комнате. Откуда начинать клеить обои и как подогнать узор между полотнами. В принципе, не имеет значения, откуда следует начинать поклейку обоев. Бытовало мнение, что лучше всего стартовать от оконного или дверного проема, но это уже развенчанный миф, поскольку если есть хорошо выведенный угол, то можно плясать и от него. Поклейку обоев можно начинать с любого места. Главное отбить строго вертикальную линию при помощи строительного уровня или отвеса. Однако новичку для старта лучше выбрать стену, на которой меньше всего будут видны огрехи, например, там, где стоит шкаф. Сама по себе поклейка обоев несложная. Проблемы начинаются, если на полотне имеется рисунок, требующий совмещения. Существует несколько типов принта. Однотонные. Полотна без изображения или ярко выраженного узора, или фактуры. Такие обои не нуждаются в подгонке, а следовательно, с ними проще всего работать. Абстракция. Обои с разводами, пятнами или широкими мазками, расположенными хаотично, также не нуждаются в подгонке рисунка. Геометрия. На полотнах нанесены мелкие и крупные геометрические фигуры, что в свою очередь требует совмещения рисунка. Полосы. Обои с вертикальными полосами подгонки не требуют, а с горизонтальными придется немного повозиться. Растительные. Представляют собой изображение листьев, цветов, стеблей и так далее. Нужно совмещение узора. Орнамент. Мотивы восточных ковров, иероглифы, мотивы восточных ковров и так далее. Необходимость подгонки рисунка зависит от характера изображения. На подбор узора и, соответственно, отход материала влияет шаг рисунка – раппорт. Данные о повторе изображения на одной полосе обоев находятся на этикетке отделочного материала. Зная раппорт, можно рассчитать более точное количество рулонов и, соответственно, сократить объем отходов. Рекомендуется с обеих сторон полотна оставить припуски по несколько сантиметров для идеального совмещения рисунка. Совет. Чтобы минимизировать отходы, желательно при подгонке изображения отрезать полотна от разных рулонов. Нанесение клея и поклейка обоев на ровных участках стены. Перед тем, как клеить обои, нужно вначале раскроить полотна. Длина полосы должна соответствовать высоте стен с напуском по 50 мм на пол и потолок. Далее нужно приготовить клеевой состав, который подбирается в зависимости от типа обоев. Инструкция по разведению клея указывается на упаковке. Если требуется нанесение клея на обои, то края полосы заворачиваются таким образом, что промазанные стороны должны соприкасаться между собой, а места сгибов не приглаживаются. Это нужно для того, чтобы полотна хорошо пропитались и не образовывались воздушные пузыри. При необходимости клей наносят и на стену, для чего промазывается участок немного больше ширины обойной полосы. Места возле пола полотна и в углах обильно смазывают клеевым составом. Далее берем подготовленную полосу обоев и прикладываем ее к стартовой линии, не забывая сделать напуск на потолок примерно в 50 мм. Легкими движениями разглаживаем
отделяем полотно от начерченной вертикали при помощи гибкого силиконового шпателя, ветоши или малярного валика, выгоняя воздух. Напуск на потолок и пол после того, как обои немного подсохнут, нужно обрезать. Сделать это лучше всего при помощи широкого шпателя, кромка которого прикладывается к стыку между оклеенной стеной и полом или потолком, а излишек обрезается канцелярским или обойным ножом. Таким же образом приклеивается вторая и последующие полосы обоев. К сведению, один из условий качественной поклейки обоев является самая первая полоса, прикрепленная к стене строго вертикально. Как правильно клеить обои в углах? Один из сложных этапов поклейки обоев – отделка углов, особенно внутренних. Но в принципе с этим может справиться и новичок, особенно если воспользоваться этим простым способом. Нужно одну сторону обойного полотна завести на противоположную стену на 10-20 мм. А вторую с нахлестом, непосредственно в угол. Однако, на некоторых видах обоев такой стык хорошо заметен. Существует еще один способ. Одно полотно наклеивается на стену с нахлестом на другую на 20-30 мм, и второе крепится точно так же. Хорошо прогладить места стыков. Далее нужно взять широкий шпатель, приложить его в угол на обои и специальным резаком провести по металлической кромке. Передвигая шпатель, прорезаем полотна от потолка до пола. Если обои были хорошо приклеены, то стык между ними получится идеальным. На наружные углы клеим обои своими руками практически тем же способом. Одна полоса заводится на другую стену за угол на 10-20 мм, а вторая клеится строго по грани угла. Если нахлест будет заметен, то придется резать место стыка по всей длине полотна. Чтобы не было проблем с оклейкой углов, лучше всего сделать их идеально ровными и отвесными еще на этапе подготовки стен. Тогда полотна будут ложиться ровно и без складок. Как приклеить обои возле окон и дверей? В этом случае, если дверная или оконная рама находится в одной плоскости со стеной, то проблем с поклейкой обоев возникнуть не должно. Полотно наклеивается как обычно и обрезается по длине и ширине проемов или краям наличников. В углу на полосе обоины делается надрез 45 градусов, а излишки заворачиваются вдоль проема и обрезаются. Лучше всего при помощи шпателя и обойного ножа. Сложнее, если окно и дверь как бы утоплены и имеют откосы. В случае с бумажными обоями все просто. Полоса клеится на стену, как обычно, с заводом полотна на откос на 10-15 мм. После излишек можно обрезать или оклеить оконный и дверной проем полосами точно таких же обоев. Как сделать стыки между обоями незаметными? Стыки между обоями будут незаметны, если на этапе поклейки соединять полосы таким образом, чтобы между ними не было зазора или нахлёста. Однако стены наших домов далеки от идеала, бугорки и впадины, и поэтому полотна то расходятся, то наползают друг на друга. Небольшие огрехи можно исправить, легко сдвигая или раздвигая обои руками. Поскольку материал под воздействием клея подвергается деформации, чтобы не иметь заморочек со швами, между обойными полотнами лучше всего потратить чуть больше времени, но привести стены в отличное состояние и сразу убрать все дефекты. Места стыков нужно хорошо промазывать клеем, а сам обойный шов прокатывать специальным резиновым валиком. Остатки клеевого раствора удалить чистой сухой ветошью. Технология поклейки обоев разных видов. Существует много разновидностей обоев, каждая из которых имеет свои особенности поклейки. Мы рассмотрели общие принципы работы с этим отделочным материалом. Теперь вкратце разберем нюансы поклейки основных видов обоев – бумажных, виниловых, флизелиновых и фотообоев. Как правильно клеить бумажные обои? Некоторые нюансы. Бумажные обои – самый популярный вид отделочного материала вследствие легкости в работе и невысокой стоимости различаются по толщине и фактуре. После нанесения клея полотно складывается в несколько раз изнанкой внутрь на 5-7 минут, чтобы состав раньше времени не высох и равномерно покрыл обойную полосу. Поклейка осуществляется так, как было описано выше. Если обои легкие, то клей наносится только на полосу, а в случае с тяжелыми полотнами – на отделочный материал и стену. Стоит учитывать, что бумажные обои не переносят влаги, и поэтому
поэтому является не лучшим вариантом для ванных комнат, кухни или лоджии. Время высыхания составляет от 24 до 72 часов. Совет: при работе с бумажными обоями, особенно тонкими, нужно знать меру в нанесении клея, иначе они могут сильно раскиснуть и порваться. Поклейка виниловых обоев. Виниловые обои популярны из-за того, что они не подвержены выгоранию и отлично моются. Для поклейки следует выбирать соответствующий клей, желательно известного и проверенного производителя. На упаковке клеевого состава указано, в каких пропорциях нужно его разводить и как наносить для каждого типа обоев. Виниловые полотна нельзя клеить внахлёст, только в стык. Это обусловлено толщиной обоев. Поклейка обоев выполняется только на хорошо просушенные стены. К тому же нужно исключить сквозняки, закрыть двери и окна. Время высыхания составляет порядка 2 суток при условии влажности не более 60%. При приглаживании полотна нужно быть аккуратным и не сильно прижимать силиконовый шпатель к полотну, чтобы не повредить декоративный слой. Как поклеить флизелиновые обои правильно? Флизелиновые обои подходят только для идеальных стен, хотя благодаря своей толщине могут скрывать незначительные недостатки поверхности. Поклейку следует выполнить именно от угла. Обои могут использоваться и под покраску, а для работы с ними нужен только специальный клей. Он наносится только на основание и только потом на стену сухое обойное полотно. Флизелин не раскисает и не растягивается, что делает этот отделочный материал удобным и простым в работе. Такие обои сохнут не менее 24 часов, а чем материал толще, тем больше времени на это требуется. Клеим фотообои. Поклейка фотообоев практически ничем не отличается от работы с другими видами этого отделочного материала, однако есть свои нюансы. Клея фотообои следует учитывать, что у них, как правило, тонкая основа, и поэтому нужно хорошо выполнить предварительную подгонку стены. Перед поклейкой обоев требуется разметить место будущей композиции. Также необходимо тщательно стыковать полотна между собой, чтобы не было заметно сдвигов между фрагментами. Новичку лучше начинать работать с обычными фотообоями, а не самоклеющимися, поскольку одно неверное движение и вся работа и материалы будут испорчены. Нюансы поклейки обоев на потолок. Сложность поклейки обоев на потолок, хотя сейчас редко прибегают к такому способу отделки, состоит в неудобстве, поэтому для выполнения таких отделочных работ потребуется помощник. Поклейку лучше начинать по длине комнаты перпендикулярно окну в направлении падающего света. При раскрое полотна нужно добавлять по 15-20 мм с каждой стороны. Также необходимо серьезно подойти к выбору и приготовлению клея, поскольку от этого зависит сцепление материала с основанием и время высыхания. Подготовленную полосу лучше сложить гармошкой с шириной складок по 300 мм. Клей наносят на полотно и дают пропитаться в течение 5-7 минут. В случае с флизелиновыми обоями наносить клеевой раствор на полотно не нужно. Начало обойного отреза прикладывают к стартовой линии, а в это время помощник придерживает остальной материал, пока не выполните основную работу. Как поклеить обои на обои? Иногда приходится клеить новые обойные полотна на старые обои. Причины такого решения могут быть разные. Мы уже писали, как правильно клеить обои на обои, но напомним еще раз несколько нюансов такого способа отделки. Такой вариант возможен только если старые полотна достаточно прочно держатся на стене. Также необходимо выбирать плотные обои, через которые предыдущая отделка не будет просвечивать. Серьезно подходят к выбору клеевого состава. Несколько слов в завершение. Как видим, поклейку обоев может выполнить любой человек, особенно если придерживаться приведенных выше рекомендаций. И при наличии самых простых инструментов, надеемся, информация, изложенная в обзоре, поможет вам при проведении ремонта.